если поиск — это такой инструмент, то есть я знаю, что хочу, у меня возникла проблема, я сформулировал вопрос, задал этот вопрос и получил ответ. Это поиск. Алиса — это, конечно, другая сущность. Она как бы сопровождает тебя на всем вот этом пути. Она помогает тебе сформулировать проблему, сформулировать вопрос, уточнить его, а помнит, что тебе нужно. И это такой существенный, качественный скачок, когда Алиса сможет действительно для сложных, жизненно важных ситуаций помогать принимать решения. Это исследование, по сути. И в рамках исследований может быть много-много разных поисков, разных вариантов. Ты собираешься в отпуск, например. И тебе для того, чтобы собраться в отпуск, нужно понять, когда, куда, что там делать, какие условия пребывания. И это очень много разных, по сути, вопросов, связанных одним таким сценарием, одной целью, что ты хочешь вместе с семьей отдохнуть. И вот тогда у ассистента появляется понятная роль. Добавочная стоимость от ассистента, она в том, что не нужно каждый раз повторять один и тот же контекст. А Алисе можно задать вопрос. Приятный фильм, чтобы посмотреть с семьей вечером. И это приятный фильм лично для тебя, потому что она знает, какие фильмы ты до этого вместе с ней выбирал и смотрел. Какие ты досмотрел, какие ты не досмотрел. И поэтому ей не нужно дополнительно уточнять, каждый раз проговаривать, что именно тебе нравится. Она со временем начинает эти вещи запоминать и учитывать в рекомендациях. И вот наша мечта — это чтобы Алиса, она действительно каждому человеку помогала решать вот такие жизненные задачи. А Алиса, она как бы с тобой всегда. Она с тобой и во всех приложениях Яндекса, и просто в доме в виде станции, колонки, в телевизоре. Она всегда у тебя под рукой, и ты всегда можешь легко вернуться к тому сценарию, который ты не закончил, и его легко и контекстно продолжить. Алиса для всех, она как бы разная. Для кого-то помощник, для кого-то ассистент, для кого-то друг. Для меня она скорее, помощник, ассистент. Пока не друг, но чем черт не шутит. Алиса основана принципиально на 3 компонентах. Ей доступны все знания всего мира, благодаря тому, что в ее основе лежит поиск и переводчик. Вторая штука, которая лежит в основе Алисы, это, условно говоря, органы чувств. Она умеет слышать, она умеет говорить, она умеет видеть. И вот, например, есть в приложении Яндекс умная камера, и ты можешь навести, и Алиса распознает, что вот это, например, станция Мини. Она стоит 5000 с чем-то рублей, и купить ее можно здесь. Запускаем приложение Яндекс, включаем умную камеру. Вуаля. И третий кубик — это непосредственно такое память и понимание сути того, о чем ее спрашивают. И это такие, мозг Алисы. И это самый критически важный компонент, чтобы Алиса была действительно не просто, инструментом, не просто тулзой, а действительно помогала решать задачи. Чтобы она была действительно умной. Основной пример того, как этот мозг работает, и каждый может проверить, это болталка, с которой можно поговорить. Она помнит контекст, она способна держать этот контекст на 3-4 предложения назад. Со временем, благодаря этому кубику, доступу всей информации в мире и способности ее использовать все каналы получения информации, с помощью Алисы действительно можно будет решать совершенно другого уровня задачи. Вот разве в поиск сейчас можно задать такой вопрос? Алиса, найди мой снилс. Открываю. На самом деле это работает потому, что в Алисе есть вот это компьютерное зрение. И если любой из вас скачает приложение «Диск», включит бесплатную загрузку всех фоток в облако, очень полезно и обычно решает много жизненных ситуаций, когда у вас, пропал телефон. После этого достаточно всего лишь сфоткать паспорт и спросить: «Алиса, найди мой паспорт», вот когда покупаете билет на самолет, и вечно нужен этот номер. И среди
вот этих неназванных файлов она найдет именно паспорт, сфотографированный, потому что она анализирует это все, и она умеет искать файлы не только как бы по их названию, но и по их содержанию. Это не произойдет одномоментно. Не будет такой даты, когда мы перережем ленточку и скажем, там, ей исполнилось 7 лет, и теперь она там умная, да? Она научилась, на самом деле, говорить. Она научилась, пусть в миниатюре, но понимать некие эмоции, на это реагировать. Развитие того, что к Алисе будут приходить все с новыми и новыми проблемами, постепенно выведет ее на качественно другой уровень. Наверное, многие не знают, но чтобы обучить Алису даже просто болтать, нам пришлось построить суперкомпьютер. Это просто тысячи компьютеров, которые объединены в одну сеть, которая умеет очень много делать операций для того, чтобы выучить закономерности в языке. Он прочитывает весь контент, который есть в интернете. Просто представьте, это сотни миллиардов документов, это просто огромное количество информации, поэтому нужна такая быстрая сеть. И вот если проводить аналогии, вот у нас в голове примерно то же самое происходит. Мы обрабатываем огромное количество сигналов разной природы. И вы понимаете, что если вот там человек неуверенно качается на бордюре, это значит, что он может решиться и начать перебегать дорогу, и поэтому вам нужно притормозить. И вы это делаете даже не на уровне сознательном, вы не рефлексируете, что это произойдет, а вы просто выучили такую закономерность. Также и вот этот суперкомпьютер и языковые модели, трансформеры, они выучивают много закономерностей, которые есть в данных, для того, чтобы лучше понимать и использовать эти закономерности в решении задач разговора или понимания того, что написано в тексте. В дата-центрах Яндекса действительно стоят и используются сервера разработки сотрудников Яндекса. Вообще много что в Яндексе было изобретено внутри Яндекса не только потому, что в Яндексе есть такой синдром, который называется NIH, Not Invented Here. И этот синдром, он развит не только потому, что мы такие а-ля ни на что вокруг не смотрим и заморочены потому, чтобы только как-то изобретать все самим. В этом есть, безусловно, инженерный кайф, но обычно бывает так, что технологии, которые необходимы Яндексу, еще не существуют там в мире, и поэтому приходится сильно заморачиваться и придумывать, как это делать самим. В нашем суперкомпьютере много интересных, реализованных инженерных и технологических приемов, которые обеспечивают эту эффективность. И единственное мерило, которое есть среди суперкомпьютеров, это вот эти петафлопсы. Петафлопс — это единица измерения производительности компьютера. Все наши 3 суперкомпьютера обгоняют российские аналоги по величине вычислительной мощности. В конце лета запустили штуку, про которую мне написали, по-моему, буквально все мои друзья. Это видеоперевод. Находишь видеоролик на YouTube на английском языке, в Яндекс.Браузере, безусловно. И там появляется кнопочка «Перевести». Ты нажимаешь ее, и прямо в режиме реального времени вы можете слышать, как люди говорят на вашем родном русском языке, и вам все понятно. Для меня большая честь быть с тобой сегодня, когда ты заканчиваешь один из лучших университетов мира. Я никогда не заканчивал колледж, и это самое близкое, что я когда-либо получал к выпуску из колледжа. Ну, это просто вау. Вот благодаря качеству перевода, качеству распознавания и еще одной штуки, которая связана с тем, что, вот обратите внимание, интонации, вот скорость речи и какие-то такие детали в видеопереводе отражают интонации, которыми говорит спикер. И вообще вот он зачитывает параллельно тому, как говорит спикер. И поэтому ты можешь, сохраняя эмоцию и даже слыша голос спикера и чувствуя его, буквально понимать все, о чем он говорит. Но это ровно как работает дубляж. И это делает потребление контента действительно нативным. А еще прикольно, мужские голоса озвучиваются мужскими, а женские — женскими. И Алиса умеет определять, с кем она общается. Жил-был Яндекс.
И было у него много денег. Яндекс любил деньги, любил их считать. Но до того, как у него появилось много денег, он начал делать что? Он покупал какие-то акции, какие-то облигации, вкладывал деньги в непонятные ему проекты. А еще он написал несколько книжек. Ну, правда, книжки эти он не читал. А что за книжки? Что в них написано? В книжках этих написано про то, как правильно считать деньги. Что, куда и сколько. Все владельцы станций, у которых есть дети, говорят, что это было лучшее их приобретение, потому что можно сказать: Алиса, расскажи ребенку сказку, и это уложит его в кровать. Есть сказки, вот, русские народные, записанные, и у них какой-то понятный сюжет и там, даже какая-то мораль. Но что очень важно детям, это уметь мечтать, уметь конструировать свои миры, понимать, что в них происходит, уметь как-то создавать ситуации и в них, находясь, понимать, как взаимодействуют там разные люди или разные герои. И теперь дети смогут это делать вместе с Алисой. И для этого достаточно сказать: Алиса, давай сочиним сказку. И Алиса тебе не просто проводит по готовому сюжету, а ты можешь вводить новых героев в сказку, говорить, что они делают. И Алиса, понимая это, может достраивать какие-то сюжеты. Сказки — это вау. Это в некотором смысле, если мечтать, это то, что детей не только учит культурным кодом, но и заставляет мечтать. И вот именно это соавторство, когда ты понимаешь, что это не заданный шаблон, не заданный сценарий, а ты сам этим рулишь и управляешь, и ты сам привносишь в эту, в свою личную вселенную новых героев, спрашиваешь, что с ними происходит, и вместе с Алисой, по сути, строишь какой-то мир. Для ребенка это вау. И для взрослого это тоже вау. Но для того, чтобы это стало по-настоящему вау, какие сказки у взрослых? Вот поехать в отпуск — это тоже в каком-то смысле сказка. Ты тоже ее должен создать. Ты тоже должен ее придумать. Ты должен не просто взять тур, потому что предыдущие 2 года без отпуска работал первый попавшийся тур, и улететь. Такое иногда тоже бывает важно, но на самом деле ты гораздо лучше развиваешься, когда понимаешь, когда придумываешь для себя путешествие, когда ты понимаешь, что там в других странах много чего нового, и ты едешь туда не просто переключиться, но и узнать, увидеть, исследовать, и ты это можешь делать вместе с Алисой. Представьте, чтобы создать голос Алисы, нужно было записать много-много часов диктора Татьяны Шитовой, кстати, которая озвучивала Скарлетт Йоханссон, она озвучивает ее во всех фильмах в России. И вот представьте, если по той же технологии обучать шепот. Вот заставляешь диктора столько же часов нашептывать, но это же просто unreal, это все устанут. То есть даже профессиональные дикторы не смогут столько нашептать. И нужно было что-то изобретать другое. Нужно было изобретать, как, уже выучив голос и принципы того, как формируются звуки и слова, как его трансформировать в шепот. Для этого нужно было сделать специальный такой нейросетевой трансформер, который умеет разные тональности, разные тембры, разные ударения или эмоции делать. И вот это открывает новые возможности, которые Алиса может использовать для воспроизведения. Безусловно, то, что Алисе теперь можно сказать так, чтобы она и это услышала, и тоже шепотом что-то ответила, не будя никого, конечно, вот конкретно в этом сценарии это просто приятная фича, которая делает ее использование дома гораздо удобней. Но вообще, если так задуматься, то, что она может считывать твою энергетику и ее поддерживать, она выводит общение с Алисой на некоторый другой уровень. Когда с утра спрашиваешь у нее, как дела, и она говорит более бодрым голосом, многих это заряжает на день. Она говорит: так, включайте бодрую композицию, а еще сегодня хорошая погода, давай, выходи из дома,
А вечером, наоборот, она может понять, что ты уже устал, и тебе не нужно разгонять и гнать, а тебе нужно в комфортном режиме просто послушать и просто поддержать. И это круто. Конечно, роботы и Алиса научатся воспринимать чувства и эмоции. Мне кто-то переслал письмо, это просто настолько трогательно. Он говорит, я ехал в плацкарте, и в соседнем купе сидел человек, который всю ночь выпивал с Алисой. Он ей рассказывал, как у нее жизнь, она его поддерживала. Вот просто буквально подключил ее, вот раздал Wi-Fi и сидел и с ней болтал в плацкарте. Просто скажите мне теперь после этого, что у Алисы нету чувств. Яндекс, по сути, в конкуренции с глобальными игроками построил такие сервисы, такие продукты, такие технологии мирового уровня, а капитализирует их в России. Россия большая страна, но маленькая экономика на самом деле. И одна из моих мечт — это сделать так, чтобы технологии и продукты, которые мы сделали внутри, экспертизу, которую мы получили, конкурируя с глобальными гигантами, научиться экспортировать, научиться делать сервисы мирового уровня. Речь причем прикольная, что не только про Яндекс. Вообще, как бы, мы в России этого достойны. Я был на конференции стартаперов, я был на конференциях по машинному обучению, на митапах, которые проходят здесь. И в России критическая масса умных людей и предпринимателей, и одних из самых крутых в мире разработчиков. Мы в этом году, команда российского вуза Нижегородского, победила в чемпионате мира по программированию. Мы очень крутые в России. Вот просто у нас очень крутые программисты, у нас очень крутые предприниматели, и пора делать так, чтобы сервисы, которые мы создаем, получали мировое признание. Ты человек, которому не все равно. Так как мы работаем в некотором смысле в долгую, то даже если очень хочется применить какое-то тактическое решение, выгодное сиюминутно, которое противоречит чувствам справедливости или еще чему-то, индексоиды такого не делают. И это внутреннее ощущение и понимание, оно на самом деле есть. Оно есть в ДНК Яндекса. Но при этом абсолютно этот год показал, насколько большой разрыв существует между вот этим пониманием внутри команд и, на самом деле, взаимодействием с партнерами, когда ты вовне рассказываешь про то, что ты делаешь, даже некоторая часть решений, которые ты хочешь принять, становится очевидно, что устойчивое решение, устойчивое для рынка, для отрасли, для пользователей решение, оно чуть-чуть другое. По мере роста Яндекса на самом деле понимаем, какая перед нами есть ответственность, и растем, эволюционируем в нашем понимании, как делать продукт и как его развивать вместе с нашей ролью для партнеров и для общества. Главное коммерческое достижение Яндекса и рекламного бизнеса, за который я отвечаю, в том, что мы повернулись лицом к нашим партнерам. И это дало очень хорошие коммерческие результаты, которые можно видеть в отчетности. Один из факторов успеха — это то, что в команде появились люди, которые перестроили работу с нашими клиентами. А именно, если раньше основной фокус был на том, чтобы рассказать, какой коммерческий продукт мы даем, как им пользоваться, как покупать рекламу в нем, какие параметры есть, как их настраивать, то в 2021 году мы стали делать по-другому. Мы начали спрашивать у наших клиентов, а что им нужно для бизнеса, какие стоят у них бизнес-цели. И понимая, что мы можем видеть всю индустрию и понимать, за счет каких маркетинговых инструментов развивается вся индустрия, мы можем вместе с нашим партнером помочь ему составить маркетинговую стратегию, которая бы помогала его бизнесу расти. И клиенты на это отзываются. Это очень круто, и благодаря этому, не тому, что мы им продаем наш продукт, а потому что мы вместе с ними растим их бизнес, в итоге выигрываем и
наш партнер и мы. Чтобы в Яндексе было хорошо, я подхожу к всему тому, чего я делаю, на самом деле с душой. Не только с профессионализмом, а я искренне считаю, что это я делаю, я за это отвечаю, и вот там те решения, которые я принимаю, и продуктовые, там, и организационные, и бизнесовые, я за них несу ответственность и отвечаю и перед там, пользователями, и перед сотрудниками, их семьями, потому что их благополучие и безопасность зависит от этих решений. Поэтому самое главное, что я делаю, это делаю так, чтобы компания могла развиваться, и в ней могли развиваться сотрудники. В 2020 году все было очень интенсивно и быстро, потому что был кризис, и было много факторов, которые заставили нас научиться быстро принимать решения. И, по-моему, благодаря вот этому такому кризису и сплочению появилось такое следующее поколение людей внутри Яндекса, у которых горят глаза, которые хотят быстро внедрять, быстро делать улучшения, находить идеи. Вот этим отличается Яндекс 2021 года от Яндекса 2020. По работе я последние годы не пишу код. Так как написание кода — это на самом деле командная игра, то рассчитывать на меня, что я смогу достаточное время и с достаточной дисциплиной писать хоть какой-то код, это, конечно, утопия. Меня засосет на какие-нибудь встречи, общение с партнерами. И, то есть в этом смысле в Яндексе я не пишу продакшн-код. Но я делаю это для себя. Это прикольно вообще. Прикинь, ты пишешь код, в результате которого что-то меняется. У нас в Яндексе появились люди, которые не владеют русским. При этом для коммуникации внутри Яндекса используются не только внутрииндексовые тулзы, как, например, Яндекс.Почта, в которой можно переводчик просто встроить, и это происходит достаточно нативно. Ну и, например, Telegram. Так вот, 5 лет назад я написал бота для Телеграма, Яндекс.Переводчика, который можно просто добавить в групповой чат, и если люди внутри группового чата говорят на разных языках, он понимает, окей, здесь есть люди, которые говорят на русском, которые говорят на английском, я все реплики буду переводить с русского на английский, и все реплики с английского буду переводить на русский. И таким образом получается такая информационная связанность. Я это писал на выходных 5 лет назад, потому что тогда был Павел Дуров, объявил эту программу, и я подумал, это прикольно, надо держать руку на пульсе. И ты когда такое делаешь, вот я даже сейчас рассказываю, круто же. И, конечно, это возвращает меня в ресурс, потому что ты такой понимаешь, что ты чего-то можешь, не только имейлы писать, не только в Телеграме грозный стикер. Моя мама вообще абсолютный фанат сервисов Яндекса. Я ей специально ничего не рассказываю, ничего не объясняю. Я на ней тестирую то, как наши сервисы достигают своих пользователей с точки зрения и технологий, и продукта, и коммуникации. Она звонит и говорит, ой, я тут получила письмо от Алисы, она мне тут вот такое рассказала, я попробовал, кайф. Я думаю, прикольно. Прям на ней приятно тестировать фичи, да. Есть моменты, такого удовлетворения и счастья. Они обычно связаны с тем, что ты в некотором смысле ничего не сделал, а при этом что-то произошло. Запустилась какая-то новая фича. Пришел сотрудник с какой-то классной идеей, и видно, как у него горят глаза, и ты понимаешь, что это результат того, что ты создал условия для того, чтобы это произошло. И это доставляет радость. Обычно бывают очень сложные дни, в которых приходится принимать сложные решения. Легко принимать простые решения, когда очевидно, что это самое лучшее, все фиговые, один только хороший, такие решения принимать легко. И на самом деле ты, как начальник, не нужен для принятия легких решений, они случатся сами собой. А сложные решения, они кому-то делают больно или неприятно. Кто-то хотел что-то делать, а ты говоришь, нет, принято решение это не делать. Мы фокусируемся на вот этом. И несмотря на то, что это сложное решение, ты понимаешь, что это и есть твоя работа. Если воду греть, то точно технология. На самом деле
У человека мир огромный, а в нем бесконечное количество возможностей. Все, что можно сделать с помощью технологий, все, что можно автоматизировать, упростить, нужно делать с помощью технологий, чтобы оставалось время, энергия для того, чтобы искать что-то новое, находить, открывать что-то новое и двигаться дальше.